Приветик, меня зовут Машик, а это топ-5 MMORPG игр, которые выйдут в 2020 году. Приятного просмотра! Grand Saga. Grand Saga — это корейская MMORPG на движке Unreal Engine 4, разработчики которой планировали выпустить игру на мобильных устройствах и консолях. Однако к концу 2019 года стало известно, что игра будет кроссплатформенной и выйдет на ПК в 2020 году. Но не спешите радоваться, так как в 2020 году она выйдет только в Корее. Запуск глобальной версии игры рассчитывается на 2021 либо 2022 год. Хотелось бы отметить и то, что несмотря на кроссплатформенность, разработчики могут выпустить одну версию игры раньше другой. Сама компания NPixel называет игру супербольшой MMORPG и планирует изменить систему MMO. Один из способов это сделать – ввести систему Grand Weapon. Grand Weapons – это вспомогательные персонажи, которые идут со своим оружием. Их можно сравнить с петами, духами оружия или компаньонами. Цель данной системы состоит в том, чтобы добиться другого игрового стиля, в соответствии с персонажем, который вас поддерживает. Игра рассказывает историю искателей приключений, путешествующих по миру в поисках мощного оружия Гран. Наша главная задача – спасение королевства от проклятия дракона. Играть мы сможем за отдельных персонажей, которых скорее всего позволят кастомизировать. До сих пор было объявлено всего 4 класса и 20 гран оружия или подклассов. Все персонажи используют различное оружие, улучшение которого в дальнейшем открывает подкласс. По словам разработчиков, тизер был записан на движке игры, а значит модели героев, некоторые анимации и мир останутся такими. Project TL. Project TL — это изометрическая MMORPG, которую также называют Lineage 3. В ее разработке участвуют авторы Lineage, Lineage 2 и Blade and Soul. В ноябре 2011 года игра впервые была анонсирована и названа Lineage Eternal, но провалилась с треском. В итоге компания NCSoft перезагрузила игру как Project TL, которая будет на движке Unreal Engine 4. В трейлере разработчики показали нам осаду замка. Кланы, победившие в массовых осадах, получат право владеть захваченным замком. В мире Project TL также будут доступны множество одиночных и групповых испытаний, а также high-level контент, включающий в себя сложные рейды. Также будет возможность создавать и улучшать различную экипировку. Немаловажной частью игры станут подземелья, изменяющиеся при повторном посещении, и питомцы, выполняющие роль транспорта, которых можно будет улучшить, чтобы исследовать огромный и открытый мир. Также в игре нас ждут мировые и обычные боссы с наградами, PvP на аренах и клановые войны. Система PvP будет подбирать противников на основе надетой экипировки и способностей. Закрытое бета-тестирование Project TL состоится в первом полугодии 2020 года. Даты ОБТ и релиза пока неизвестны, как и детали международного выпуска. Возможно, во второй половине 2020 года игра уже выйдет в Корее. Локализатор в России также неизвестен, но есть догадки, что им станет Innova, поскольку она является издателем Lineage и Blade and Soul. Phantasy Star Online 2. Phantasy Star Online 2 — это японское ММО в стиле аниме, разработанная компанией Sega. В игре есть несколько серверов, известных как корабли, возможна кастомизация персонажа, выбор пола, расы и класса. В игре игрокам доступны различные расы, в том числе человек, Ньюман, гуманоидные эльфы с биоинженерией, каст, искусственные андроиды и Дюман, виды, которые содержат в себе рецессивные гены тьмы. В начале игры игроки могут выбрать один из 9 начальных классов, каждый со своими уникальными характеристиками и оружием. Еще 3 класса также могут быть разблокированы, когда игрок отвечает определенным требованиям. Классы могут быть изменены по желанию в лобби игры.
История игры в основном сосредоточена на подвигах космической организации, известной как Oracle или Оракул, которая использует фотоны, чтобы пересечь Вселенную и найти новые планеты для потенциальной колонизации. Первоначальный запуск игры состоялся в Японии в июле 2012 года, а теперь постепенно добирается и до нас. Однако в настоящий момент объявлен релиз только в Северной Америке. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выпуск релиза, к сожалению, пока еще не планируется. Буквально недавно Sega объявила запуск закрытого бета-тестирования весной 2020 года на Xbox One и позже на PC. 7 февраля с 4 часов ночи по московскому времени до 9 февраля 11 часов ненадолго откроют серверы. Предварительная загрузка будет доступна 3 февраля. Версия для ЗБТ будет полностью переведена и озвучена на английский язык. Astelia Online. MMORPG Astelia, разработчиком которой является корейская компания Studio 8, появится в России и странах СНГ в феврале либо в марте 2020 года. Игра на старом движке Unreal Engine 3. Закрытое бета-тестирование прошло в конце 2019 года на игровой платформе GameNet. Игроки достаточно долго ждали этого события, так как впервые о выходе игры на территории стран СНГ стало известно еще в марте 2018 года, после чего ЗБТ неоднократно переносили. Astelia — это вселенная с магическими существами, благодаря которым мы можем окунуться в мир фэнтези. Помимо открытого мира нам обещают много PvE и PvP контента, подземелья, а также рейды. В игре используется таргетная боевая система. Помимо этого, стоит отметить, что на данный момент отсутствует режим PvP. Сражаться с другими игроками можно лишь в рамках дуэли на отдельных PvP локациях или же во время масштабных PvP событий. Всего в игре 5 классов: стрелок, воин, маг, убийца и жрец, а также более 30 карт астелов, которые помогают игроку похилиться или нанести дополнительный урон врагу. Исходя из последних новостей, корейский издатель игры Nexon закрывает игру в Корее. Однако разработчиком в Корее, Северной Америке и Европе является Studio 8, которая продолжает выпускать обновления по игре. Также западный локализатор не так давно опубликовал подробный план на 2020 год, что подтверждает продолжение работы игры. С нетерпением ждем релиза. Temtem. Temtem — это MMORPG с огромным открытым миром, состоящим из 6 островов, кучей покемоноподобных существ для приручения и прокачки, а также с PvP. Помимо поиска темтемов, мы сможем строить здания, создавать предметы и сражаться с другими игроками. Чтобы сделать темтема сильнее, нужно участвовать в боях, благодаря чему у него повышается уровень. Разработчики игры собрали $550 тысяч на платформе Kickstarter, благодаря чему 21 января 2020 года в Steam появился ранний доступ Temtem. Полностью игра будет завершена во втором или в третьем квартале 2021 года. Кроме этого, в полной версии игры будет много нового. На данный момент игру можно приобрести за 714 рублей, и по мере добавления контента цена будет повышаться. К сожалению, игрокам из России и стран СНГ придется играть на английском языке, поскольку русский язык не поддерживается. Пока что Temtem доступна только на ПК, но в скором времени появится и на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Лисики, спасибо, что досмотрели этот топ до конца. Если ты ждешь выход новых игр и при этом ленишься читать новости, подписывайся на мой канал и ставь колокольчик. Чтобы все эти игры выпустили быстрее, ты можешь влепить лайк, тем самым пнуть это видео в рекомендованные другим игрокам. А еще напиши в комментариях, какую игру ждешь больше всего. Доброго дня, Мау!